Всем привет, друзья! Спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня я закатываю вот такой вот изысканный на вкус и на цвет компот ассорти на зиму. Сегодняшний компот состоит из айвы и граната. А лимонную кислоту, которую я обычно применяю в компотах в роли натурального консерванта, в этом компоте заменила самим лимоном. Так что мой сегодняшний ассорти компот фруктово-цитрусовый. Компот ассорти, как и все другие компоты, я закатываю без стерилизации методом двойной заливки, что позволяет мне значительно сэкономить время и силы. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам этого неимоверно вкусного компота вместе. Перечень и количество всех ингредиентов для закатывания компота ассорти вы видите на ваших экранах. Эту же информацию я продублирую внизу под видео. Итак, все фрукты уже чистые. Я их предварительно помыла и хорошенько просушила. Начну с айвы. Айву можно нарезать дольками или кубиками. Во вкусе конечного продукта это, конечно же, никак не отразится. Я для одной банки нарежу айву дольками, а для другой кубиками. Вы же выбирайте любой удобный для вас способ нарезки. При желании можно снять кожуру у айвы. Я этого не делаю. И не потому что лень, просто не вижу в этом необходимости. А вот семенные коробочки полностью вырезаю. Нарезанные дольки, кусочки айвы раскидываю по банкам. А после того, как раскидаю все фрукты по банкам, залью их горячим кипятком. Для этого очень важно, чтобы все фрукты были комнатной температуры. А если вы только что достали фрукты из холодильника или с балкона и нет возможности ждать, пока фрукты согреются до комнатной температуры, то советую сначала залить банки кипятком до плечиков банок, затем отправлять туда фрукты, иначе банки полопаются, это однозначно. 2 крупных лимона нарезаю достаточно толстыми дольками, вслед за айвой отправляю их по банкам. На каждую из 1,5-литровых банок я закидываю по 4 долек лимона. Лимон балансирует вкус компота, придает ему приятную кислинку и помогает фруктам тут же проявлять цвет. Но вы по количеству лимона ориентируйтесь на свой вкус. Ну что, нарезанные дольки лимона также отправляем по банкам и перехожу к гранату. Гранат разбираю на зерна. К гранату для компота я не подхожу избранно. Это может быть как кисло-сладкий гранат с крупными зернами, так и наоборот, кислый и мелкозерный гранат. Очищенные зерна граната тоже насыпаю по банкам, и все, банки укомплектованы. Провожу первый залив. При работе с кипятком может произойти самое непредсказуемое, поэтому под банки, как всегда, кладу глубокую посуду. Фрукты в банках очень осторожно заливаю кипятком. Сперва наливаю совсем чуть-чуть кипятка по банкам, даю стенкам банок прогреться, после заливаю фрукты кипятком до верха банок. На банке под закаточный ключ ставлю какой-нибудь тяжелый груз, чтобы крышки полностью сидели на горлышке банок, благодаря чему не нарушался микроклимат в банках. Банки вот в таком положении оставляю на час, на 2, хотя 20-30 минут достаточно. Вернувшись к банкам, через пару часов выливаю компот в кастрюлю, довожу его до кипения, кипячу пару минут, насыпаю по банкам песок сверху фруктов, затем обратно заливаю по банкам уже простерилизованный компот и тут же плотно закрываю банки. Друзья, в 1,5-литровую банку сахара я положила 180, ну может быть 190 грамм. Возможно, да, я практически уверена, что так и есть. Уровень сахара в моем компоте средний, если не сказать ниже среднего. Мы не любим приторный компот, а вы ориентируйтесь на свой вкус. При стерилизации компот чуть-чуть выпарился, поэтому я доливаю кипяток,
из чайника, чтобы заполнить банку до верха. Ассорти компот уже выглядит очень аппетитно. Благодаря лимону сразу проявляется нежный цвет айвы и граната. И только посмотрите, какая красота! Хочу подчеркнуть еще вот такой момент. Банки чистые, я их помыла, просушила, но они не стерилизованы, так как в этом нет необходимости. Не бойтесь, ничего не взорвется и ничего не пропадет. При двойной заливке банки стерилизуются вместе с содержимым. Крышки можно прокипятить 5 минут, можно и этого не делать, но так как лишняя осторожность не помешает, лучше подстраховаться. Метод абсолютно спокойно применяется для всех видов банок под закаточный ключ или резьбовые. А я даже специально выбрала два вида банок. Вот из 3 банок, которые я сегодня закатываю, 2 банки я выбрала под закаточный ключ, а 1 банка резьбовая. Ну что, друзья, мы с вами приблизились к финишной прямой. Сразу после второго залива закатываю банки и осторожно катаю их по столу, чтобы сахар полностью растаял. После убираю банки под теплый плед и даю им медленно остыть в течение суток. И вуаля! Изысканный компот из айвы и граната готов. Компот из айвы с гранатом получился очень и очень нежным. А на его приготовление, как вы убедились, я потратила минимальное количество времени. Друзья, вот такой компот вы нигде не купите. Обязательно приготовьте такую вкуснятину для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Вы можете быть уверенным в том, что такой ассорти компот украсит ваш семейный обед, званый ужин, да любое застолье. А я всех благодарю за просмотр, всем желаю приятного аппетита и побольше приятных поводов для застолья. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии, мне очень приятно их читать. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые и вкуснейшие практичные рецепты от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас на своем канале, ведь я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!